Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня вторник. В этот день мы рассказываем о событиях в средневековой истории Западной Европы. Меня зовут Антонина Шарова, и я буду рассказывать о 476 годе, годе падения Западной Римской империи. «476 год» историки согласно считают рубежной датой в истории Европы. Закончила свое существование Западная Римская империя, и начиналась история, собственно, средневековой Европы. К началу V века Римская империя, особенно западная ее часть, находилась в состоянии глубокого кризиса. Кризис затронул разные сферы жизни – экономику, политику, государственное устройство и идеологию. С прекращением завоевательных войн Рима возникла серьезная проблема, связанная с обеспечением рабочей силой. Распространение христианства и борьба христианства с язычеством означало многочисленные конфликты среди населения Римской империи. В целом происходило становление догматики христианства, и среди самих христиан также не было согласия. Еще более серьезной проблемой для римской истории этого времени стало нашествие варваров. К началу V века варварские племена прорвали границу Римской империи и опустошали римские провинции. Многие из римских полководцев на самом деле были варварами по происхождению и успешно сражались даже против своих соплеменников. Многие отряды римской армии состояли из варваров-наемников. И целые варварские народы, получив статус федератов или союзников Рима, также вставали на защиту римского государства. Серьезной проблемой для Римской империи стала ситуация вокруг, собственно, Рима. Великий вечный город, город-центр империи, город, с которого начиналась римская история, в V веке уже испытывал серьезные проблемы и не раз подвергался опустошению. Первый раз падение Рима произошло в 410 году. В 410 году Рим подвергся нашествию варваров, вестготов, западных готов под руководством Алариха. Готы, опустошая Рим, захватив Рим, тем не менее пощадили базилики, христианские базилики, где укрылись многие жители города. Прошло немного времени, и над Римом нависла новая угроза. В 452 году к территории Средней Италии подступило войско гуннов, войско Аттилы. Однако следует сказать, что римлянам в 452 году повезло. То ли болезнь, которая распространилась среди гуннов, то ли падеж скота, а для кочевников это всегда немаловажно, то ли те богатства, та дань, которая была собрана населением Рима, все это помогло избежать кровопролития и избежать захвата Рима гуннами в 452 году. Гунны не пошли опустошать территорию Средней Италии. Но далее, в 455 году, Рим подвергся новому нашествию, и на этот раз настоящему и по-настоящему опустошительному. В 455 году, приплыв с побережья Северной Африки, куда этот варварский народ пришел с побережья Балтийского моря, племя вандалов, войско вандалов опустошает Рим. И вандалы на этот раз действительно разграбили Рим, увезя не только всю добычу, в частности металлы, они сняли крышу с храма Юпитера Капитолийского, но и захватив массу пленников, среди которых была и семья императора. Года, прошедшие с 455 года до 476, это года постоянных междоусобиц, это года постоянной борьбы за престол. С
455 по 476 год на римском престоле сменилось 8 императоров, и далеко не все из них мирно закончили свои дни. В 476 году в результате очередного переворота императором становится совсем юный Ромул Август. Прошло несколько месяцев, и в 476 году, летом 476 года, и этот император был свергнут наемниками, и регалия императорской власти, символ императорской власти, был отправлен в Константинополь императору Зенону. С этого момента империя на западе Римской империи перестает существовать, и, как мы считаем, начинается новая история, история средневековой Западной Европы. Современники не особенно оценили произошедшее событие. Они считали, что в Римской империи в очередной раз имеется один император, чья власть распространяется и на западные, и на восточные земли. Рим не подвергся опустошению, а к переворотам и к мятежам наемников жители империи к тому времени уже привыкли. Они, конечно, не могли догадываться, что теперь империя вернется на западные земли уж еще не скоро, и что наступает время варварских королевств, время начала Средневековья. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». И каждый вторник мы будем рассказывать вам об истории средневековой Европы. А завтра в среду вы узнаете о событиях, произошедших в истории Азии, Африки, Америки и Австралии. До свидания.